Приветствую вас, мои ласточки, с вами Алла Касаткина, проект «Ладная я». Сегодня мы поговорим о семейных отношениях. Вернее, о тех ситуациях, когда мужчина пренебрегает интересами женщины, когда он не обращает внимания на ее просьбы, когда он их игнорирует, осознанно или неосознанно, и женщина не знает, как себя вести. С одной стороны, она хочет изо всех сил, особенно наслушавшись рекомендаций по поводу правильных ведических жен, по поводу женщин плюс и прочего, наслушавшись рекомендаций, она изо всех сил старается быть правильной, не ранить своего мужчину, но в конце концов-то получается, что она его не ранит, а ранит саму себя. Она страдает, и он игнорирует ее и заставляет ее еще больше страдать. Что же делать? Ну, банальная ситуация, да, женщина о чем-то просит, а мужчина игнорирует ее просьбу и заботится только о себе. Буквально недавно в разговоре с приятельницей была ситуация, когда она очень сильно возмущалась тем, что муж забыл в кафе, они там где-то на природе отдыхали, он пошел заказывать еду и забыл купить ей еду. Она говорит, все бы хорошо, если бы это было уже не первый раз. Я говорю, что ты сделала? Она говорит, я психанула, демонстративно встала и пошла заказывать себе еду, сказала ему, что он плохой муж или там что-то еще она ему высказала. Я говорю, хорошо, а что ты выиграла в этой ситуации? Она смотрит на меня, говорит, а что тут выигрывать? Меня проигнорировали, что тут выиграешь? Я говорю, а ты знаешь, что ты эту ситуацию вообще могла в свою сторону развернуть? Она говорит, как? Рядом с нами сидели друзья, если бы я утерлась и вообще осталась голодная, все едят, а я сижу как дура голодная. Я говорю, зачем сидеть голодной? Муж пришел с тарелкой? Пришел. Замечательно. Целуешь мужа в щечку и говоришь, спасибо, что сменил мне меню. Я как раз передумала и хотела именно это. Забираешь тарелочку и садишься есть. Она говорит, подожди, а муж? Он же голодный. Я говорю, да, голодный. Она говорит, подожди, так чем же я хороша? Я говорю, подожди, а кто ходил за едой? Муж ходил за едой? Да. Если он не подумал о своей жене, если он не подумал о том, что рядом с ним банально даже не его жена, а просто человек, который хочет есть, а подумал только о себе, значит, кто-то может тоже подумать точно так же, как и он, о себе, и забрать у него тарелку и оставить его ни с чем. Я говорю, да не поверишь, но на самом деле вот это больше всего повлияет на твоего мужчину и заставит его поменять свое поведение в отношении тебя, потому что теперь он знает, ты можешь забрать у него то, что он взял для себя. А это значит, чтобы позаботиться о себе, ему нужно и о тебе заботиться. Моя приятельница была очень шокирована. Она говорит, слушай, я с ним живу 15 лет, я так страдала из-за этого, но я даже не могла подумать, что подобную ситуацию можно так легко решить. Я говорю, да, это одна из фишек, которые можно решить. Но на самом деле все выстраивается вокруг чего? Вокруг того, какое место сама женщина отводит себе в отношениях. Она находится в роли «подайте мне, пожалуйста». Она находится «я тут сверху». Или она равный партнер, который имеет свое мнение, знает свой статус, знает свое место, знает себе цену, мягко говоря. И тогда это совершенно другой формат, потому что снизу и сверху это ситуации, которых хочется очень сильно избежать, когда каждый начинает выкручиваться, придумывать что-то свое, удобное для себя. А вот когда на равных, тогда получается, что если я обделил свою женщину, то я вроде как и самого себя обделил. И это совершенно другая философия. И здесь уже в отношениях в семье уже выстраивается совершенно другой порядок, другая энергетика по отношениям. И здесь уже никакими привычками ведической жены или женщины плюс, женщины минус, женщины в горошек или в крапинку вы уже здесь не обойдетесь, потому что там везде есть фишки, под которые надо прогибаться. А когда у вас внутри сформирована правильная ваша философия, тогда ваш брак будет долгим и счастливым. И вот в тренинге «Счастливо замужем», когда мы его проводили, очень многие женщины, я специально выставила вот эту такую самую важную стратегическую часть, выстроила в первом блоке для того, чтобы фундамент заложить отношений. Потому что когда женщина понимает свой статус, свое место, она это делает на автомате. Она ведет себя в соответствии с тем, какое положение в семье она занимает. И относиться к ней по-другому уже невозможно. И это делает ее положение очень выигрышным, потому что тогда она не только сама о себе заботится, но тогда еще и мужчина вынужден заботиться о ней и учитывать ее интересы. Вот такая вот интересная фишка. И если вы сталкиваетесь с теми моментами, что ваш мужчина не заботится о вас, подумайте, правильный ли статус
в своих отношениях вы заняли. И если вы считаете, что у вас где-то есть пробелы в ваших отношениях, милости прошу в тренинг «Счастливо замужем». Вот там мы заложим и фундамент, и разложим по полочкам, чего можно, чего нельзя, как лучше, как мудрее поступить, чтобы мужчина был сам заинтересован в том, чтобы соблюдать ваши интересы. Вот это и все, о чем я хотела сегодня с вами побеседовать, мои ласточки. Жмите лайки, делитесь со своими подругами, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Всего самого-самого доброго. И с вами была Алла Касаткина. В следующих видео мы тоже поговорим о семейных отношениях и о том, как сделать ваше счастье еще большим и более долговечным. Пока-пока.